Уважаемые коллеги, добрый день. Я просил бы сегодня обсудить вопрос, связанный с развитием рыбохозяйственного комплекса. Правительство занимается этими вопросами, занимается системно, но он такой комплексный, связанный не только с необходимостью поставки соответственно продукции этой на прилавки магазинов наших, для наших граждан по приемлемым ценам. Повторяю, скажу об этом сейчас дополнительно, но это связано еще и с судостроением, и с выдачей квот под суда, под киль и так далее. Поэтому он такой комплексный вопрос. И попросил бы вас сегодня вот об этом рассказать поподробнее, как работают все инструменты, которые мы применяем для развития этого комплекса, какие дополнительные шаги нужны, чтобы устранить узкие места в развитии рыбодобычи. И отдельно, конечно, прошу остановиться, как я уже только что сказал, на строительстве рыбопромысловых судов. Напомню, что для поддержки этого направления с 2017 года запущен механизм инвестиционных квот, о которых я только что сказал. Он предусматривает выделение квот на вылов рыбы в обмен на вложения, в том числе в современные суда, включая траулеры нового поколения, которые могут по безотходной технологии перерабатывать улов прямо на борту. Сегодня мы обсудим текущие результаты такого подхода и посмотрим, как повысить эффективность использования этих квот. Хотел бы вновь подчеркнуть, Россия располагает уникальными запасами биоресурсов, и очень важно не только добыть их, но и обеспечить переработку и транспортировку. Причем в приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков. А жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной, как я уже сказал, цене. Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. Обращаю внимание, в тех странах, где он достаточно высоким является этот уровень, и продолжительность жизни увеличивается. У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается, должно быть больше. Обращаю внимание это также на всех коллег, которые задействованы вот в этой работе на всех уровнях. Это на самом деле очень важный системный вопрос, потому что от сбалансированного питания прямо зависит здоровье и продолжительность, как я уже сказал, жизни людей. И прошу сегодня также представить конкретные предложения в этой сфере. Но прежде хотелось бы послушать Андрея Сергеевича Никитина о развитии внутренних водных путей, что этот вопрос тесно связан с основной темой, которую мы будем сегодня рассматривать. Андрей Сергеевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, внутренний водный транспорт – один из самых экологичных и экономичных видов транспорта. У него есть своя устойчивая, важная ниша в транспортной системе России. Во-первых, это перевозка сыпучих грузов, в частности песка. Без этого невозможно ни дорожное строительство, ни возведение крупных инфраструктурных объектов. Во-вторых, это водный туризм, популярность которого из года в год стабильно растет. Наша страна обладает огромной ресурсной базой, более 100 тысяч километров внутренних водных путей. Из них почти на половине, 48,7 тысяч километров, мы поддерживаем гарантированные габариты для прохода судов. Для этого ведутся дноуглубительные работы на 638 километрах путей с ежегодным объемом в 17,1 миллиона кубов. По пассажирским перевозкам наблюдаем позитивную динамику. Это результат того, что жители России стали чаще путешествовать внутри страны, а число речных круизных маршрутов увеличилось. По итогам 9 месяцев 2025 года речным транспортом перевезено уже 11,1 миллионов человек. Это на 20,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Что приятно, особенно активно развивается круизное судоходство в Сибири. Круизные перевозки обеспечиваются 110 судами по 400 маршрутам. Отмечу, что идет строительство новых судов. После 30-летнего перерыва введены в строй 3 новых круизных лайнера. Еще 7 судов строятся при государственной поддержке в форме льготного лизинга. Они будут спущены на воду с 25 по 28 годы.
По инициативе Виталия Геннадьевича Савельева с октября 2023 года совместно с регионами реализуем проект «Речные магистрали». Он направлен на возрождение скоростных перевозок по Волге. В рамках проекта Минтранс и Минэкономразвития субсидируют часть затрат перевозчиков на согласованные регионом маршруты. В 2024 году перевезли 33 тысячи пассажиров, в 2025 уже 52, рост более чем в половину. Для этого сеть расширена до 18 маршрутов. В 2024 году было 12. Задействовано 8 скоростных судов на подводных крыльях. Этот проект – яркий пример того, как адресные меры поддержки оживляют целые направления речного транспорта. При этом, конечно, Владимир Владимирович, важно устранить узкие места на реках, поэтому ведем масштабную работу по модернизации гидротехнических сооружений. В этом году завершена реконструкция 2 и 3 гидроузлов канала имени Москвы, а также механического оборудования гидроузлов 6, 13 и Николаевского на Волго-Донском судоходном канале. Идет строительство Багаевского гидроузла, реконструкция Городецкого гидроузла. Багаевский позволит устранить узкие места на реке Дон и обеспечить гарантированную проходную осадку судов 3,6 метров на участке протяженностью 116 километров. Здесь мы применяем опережающий подход. Принятым в этом году федеральным законом предусматривается поэтапное введение во временную эксплуатацию отдельных объектов гидроузла с учетом их функциональной готовности. Таким образом, на 2 года раньше срока повысим пропускную способность Нижнего Дона с 15 до 18 миллионов тонн. Уже с 2026 года сможем пропускать суда, не дожидаясь полного окончания стройки. Аналогично в следующем году в режиме временной эксплуатации запустим и Городецкий гидроузел в районе Нижнего Новгорода. Владимир Владимирович, сейчас в стране есть дисбаланс в распределении грузопотоков между различными видами транспорта. Мы активно работаем над тем, чтобы переориентировать часть грузов на внутренний водный транспорт. Яркий пример: за 9 месяцев 2025 года через речной порт Тольятти произведена перевалка более 85 тысяч тонн грузов с дальнейшей транспортировкой до порта Новороссийск и на экспорт. Ранее эти объемы перевозились преимущественно автомобильным транспортом. В речных портах создаем мультимодальные логистические центры, чтобы внутренний водный транспорт взаимодействовал с другими видами транспорта. В этом году, например, с Республикой Якутия мы запустили такой комплекс в Нижнем Бестяхе. Наша общая задача – интегрировать водный транспорт в единую транспортную сеть страны, максимально используя его преимущества для перевозки грузов на дальние расстояния. И, конечно, здесь работа идет, и нам предстоит еще очень много сделать для того, чтобы эти перевозки стали более привлекательными. Но все ресурсы у нас есть, планы соответствующие приняты, и, Владимир Ильич, мы в соответствии с этими планами двигаемся. Доклад окончен. Хорошо. Но по глубинам я так понял, что вы работаете системно, да, чтобы суда могли проходить. Владимир Владимирович, у нас есть 3 задачи. Первая, самое главное, это еще раз Багаевский и Городецкий гидроузел, потому что именно они обеспечат на единой глубоководной системе гарантированный проход судов по нашим европейским самым важным речным маршрутам. По всем остальным нашим маршрутам внутренней водной опорной сети мы обеспечиваем дноуглубительными работами текущую потребность в грузах и грузоперевозчиков и пассажирских перевозок. Ключевой вопрос – это работа над развитием грузовой базы. Нам нужно ее развивать, чтобы у нас по реке шло больше, потому что это выгодно. И это, конечно, потребует расширения дноуглубительных работ, но в первую очередь все-таки надо груз сначала создать, для того, чтобы потом под него уже делать какие-то инвестиции. Знаете, на меня коллеги выходят то с одной, то с другой стороны, противоречия постоянно между теми, кто занимается рыборазведением, так, и транспортниками. У вас то одни жалуются, то другие по поводу того, что слишком большие деньги требуют с транспортников, что это не обосновано никак те, кто занимается рыборазведением. Вот вы-то как к этому относитесь? Что там происходит? Владимир Владимирович, мы, как все, конечно, рыбу тоже любим, и транспортники ее любят. И, безусловно, мы при проектировании наших сооружений учитываем все те вопросы, которые экологи, которые коллеги из рыбной отрасли нам задают, и дальше так и будем действовать, чтобы ни в коем случае не нарушать вот этот хрупкий баланс. Но речной транспорт крайне важен, и здесь нам однозначно нужно двигаться вперед, еще раз с коллегами максимально тесно взаимодействуя. Ладно, хорошо. Пожалуйста, Илья Васильевич.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, позвольте доложить о результатах работы рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации. Начиная с 2018 года рыбохозяйственный комплекс Российской Федерации характеризуется устойчивым ежегодным выловом в объеме около 5 миллионов тонн. С начала 2025 года российскими рыбаками во всех промысловых районах добыто более 4 миллионов тонн, на 4% меньше, чем в сопоставимый период 2024 года. По некоторым видам, например, по минтаю, сельди и дальневосточным лососям, вылов выше, чем в прошлом году, по другим, ввиду биологического состояния запасов, гидрологии ниже, например, по треске в Баренцевом море и сардинии в оси на Дальнем Востоке. Кроме добычи водных биоресурсов, серьезный вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации вносит наращивание производства товарной аквакультуры. В этом году прирост составляет 4% по итогам 3 кварталов. В целом надеемся поймать порядка 4,7 миллионов тонн, что будет достаточно для внутреннего рынка, так и для поставок на экспорт. Уважаемый Владимир Владимирович, перейду к вопросам экономического состояния отрасли. В 2022-2024 годах были ощутимые изменения в работе рыбохозяйственного комплекса, связанные с внешнеэкономическими факторами, выражавшимися в ограничениях доступа к рынкам сбыта продукции в страны Северной Америки, Европейского Союза с изменением логистических цепочек и доступности финансовых инструментов. Основными рынками сбыта остались преимущественно азиатские страны, и как следствие наблюдалось снижение экспортных цен на основные объекты промысла – минтай, сельдь, крабы и другие. В 2025 году ценовая ситуация изменилась, экспортные цены вернулись к средним за многолетний период, расширилась география наших экспортных поставок, сейчас поставки осуществляются порядка 90 стран. Но основными покупателями по-прежнему остаются по итогам 2024 года Китай и Республика Корея. В 2025 году ситуация улучшилась у экспортеров, и экспорт в январе-июле 2025 года составил порядка 1,3 миллионов тонн, что на 3% выше уровня 2024 года, а в стоимостном выражении 3,3 миллиарда долларов США, что на 8% выше уровня 2024 года. Ожидаем, что выйдем на стоимость экспорта в этом году порядка 6 миллиардов долларов. С учетом выравнивания экономической ситуации в 2025 году рентабельность рыбодобывающих предприятий за первое полугодие составила порядка 33%. При этом отрасль по-прежнему существенно закредитована. Основные кредиты – это, конечно же, инвестиции компаний в строительство заводов и судов в рамках программы инвестиционных квот, и с учетом текущей банковской ставки финансовое положение таких компаний достаточно уязвимое. В этой связи полагаем, что очень аккуратно надо подходить к вопросам дополнительной финансовой нагрузки на отрасль. В целях насыщения внутреннего рынка качественной продукции, а также повышения экономической эффективности отрасли, ведется работа по переходу от сырьевой модели к модели с высокой добавленной стоимостью. Доля рыбной продукции с высокой степенью переработки в общем объеме произведенной продукции увеличилась с 15% в 2017 году до 34% по итогам 2024 года. Производство увеличилось в 1,1 раз, рыбного фарша в 3,5 раза, производство муки рыбной выросло в 1,8 раза. Уважаемый Владимир Владимирович, во многом повысить объем производства удалось за счет реализации программы инвестиционных квот. В настоящее время завершено строительство 48 судов, из них 25 рыбопромысловых и 23 краболовных, а также построено 30 рыбперерабатывающих заводов. В 2026 году планируется достроить 24 судна, 13 рыбодобывающих и 11 краболовов. Также строятся 2 научно-исследовательских судна и 1 судно для Байкала будет сдано уже в этом году. По-прежнему, конечно, наблюдается отставание от первоначальных графиков по строительству рыболовного флота. Через нормативно-правовое регулирование данного вопроса были увеличены сроки строительства судов,
и до сих пор имеется необходимость продления сроков строительства судов рыболовов. Для оперативного решения проблем сложившейся ситуации и усиления межведомственного взаимодействия под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Патрушева проводится инцидент 42, заседание которого проходит на регулярной основе. В соответствии с вашим поручением по вопросу стимулирования спроса на внутреннем рынке была утверждена дорожная карта по увеличению потребления рыбной продукции и создана автономная некоммерческая организация «Агентство по продвижению рыбной продукции», которая во взаимодействии с отраслевым бизнес-сообществом и торговыми сетями реализует мероприятия данной дорожной карты. Соответствующая работа уже началась. Также, уважаемый Владимир Владимирович, в докладе хочу затронуть еще один вопрос, который в настоящее время отрабатывается в рамках вашего поручения. Это перезаключение договоров пользования рыболовными участками. С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения закона о рыболовстве, согласно которым установлен единовременный срок заключения нового договора пользования рыболовным участком без проведения торгов. Росрыболовством к настоящему времени заключен 421 новый договор пользования рыболовными участками. Инвестор, помимо внесения платы за перезаключение договора, также подписывает соглашение и с регионом, принимая социально-экономические обязательства. Обязан будет вести производственный контроль на своих участках, по сути, помогать рыбоохране в борьбе с браконьерством, а также заниматься воспроизводством водных биологических ресурсов. Ожидаем, что в рамках перезаключения таких договоров в бюджет поступит более 90 миллиардов рублей. Еще одним смежным и важным направлением является, безусловно, логистика рыбной продукции. Объем внутренних перевозок рыбной продукции железнодорожным транспортом с Дальнего Востока в европейскую часть страны за 9 месяцев 2025 года составил 340 тысяч тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Ключевым направлением поставок с Дальнего Востока в европейскую часть России являются Московская и Ленинградская области. Стоимость доставки рыбы по железной дороге из Владивостока в Москву по состоянию на конец сентября составили 30-32 рубля за килограмм. В среднем такая стоимость была и в 2023-2024 годах. Уважаемый Владимир Владимирович, сохраняется актуальный вопрос о рыболовстве в Каспийском море, где в последние годы возродился промысел мелкосельдевых каспийских килек, который вырос с 2000 тонн с 2000-х годов до 30 тысяч тонн в год в настоящее время. В настоящее время, если раньше начинала только Россия этот промысел, в настоящее время промысел ведут уже все 5 прикаспийских государств. Для привлечения российских пользователей к активному промыслу в Каспии Росрыболовством и Минсельхозом был принят ряд мер по упрощению российских правил рыболовства в части промысла кильки. Вместе с тем необходимо решить инфраструктурные проблемы в порту Махачкалы, такие как расчистка входа судов в порт, создание судоремонта, снижение административных барьеров. Решение этих вопросов позволит существенно нарастить промысел в Каспии. Уважаемый Владимир Владимирович, доклад окончен. Благодарю за внимание. Илья Васильевич, с Минтранспортом как у вас все-таки отношения складываются? Там же постоянно, вот вы сказали, там тарифы на перевозку немножко сократились, но в целом-то ситуация как? Нам доставлять нужно из основных районов добычи, с Дальнего Востока прежде, да и с севера тоже не так просто. Владимир Владимирович, проблем с точки зрения логистики сейчас не видим. Весь рынок это отмечает. Железнодорожным транспортом идет ритмичная поставка, но и достаточно большие потоки переводятся автомобильным транспортом. Это да. То, что касается вопроса, вы спросили про комбинационные мероприятия, когда расчистка делается, то здесь с Минтранспортом у нас никогда проблем нету. Четко они все исполняют. У нас проблемы именно с Русгидро при осуществлении компенсации гидротехническими сооружениями. Ну да, но они считают, что вы задираете эти тарифы слишком высоко.
И их работа становится просто нерентабельной, слишком дорого для них обходятся все эти мероприятия, которые, по их мнению, даже и превышают необходимые требования с точки зрения экологии и природоохраны. Владимир Владимирович, мы посмотрели весь мировой опыт. На самом деле, с точки зрения компенсационных мероприятий, в России не самые большие ставки, которые предлагаются Росгидро. То есть наша методика, она гораздо более щадящая по оценке ущерба, нежели чем методика у других стран. Но мы готовы эту методику доработать вместе с Росгидро и Минэнерго. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, так, чтобы не в ущерб ни одной отрасли все это происходило. Хорошо? Хорошо. Да, спасибо. Владимир Викторович, у нас Камчатка один из ключевых регионов по добыче рыбы. И это важнейшая отрасль экономики региона. Как вы оцениваете ситуацию в отрасли? Уважаемый Владимир Владимирович, по предварительным итогам Путины 2025 года Камчатский край подтвердил лидирующую позицию в рыбной отрасли страны. У нас добывается по удельному весу 41% дальневосточных уловов и 31% общероссийских. И, как вы справедливо отметили, для нашего региона рыбохозяйственный комплекс является системообразующей отраслью и ведущим работодателем. Он играет главенствующую роль в закреплении населения и развитии прибрежных поселков. Благодаря взвешенной государственной политике, закреплению рыболовных участков на долгосрочную перспективу, реализации программы инвестиционных квот, о которой вы говорили, за последние годы рыбохозяйственным комплексом Камчатского края достигнуты серьезные положительные результаты. Несколько из них хотел отметить. Первое – это обеспечение значительного роста объемов добываемых водных биологических ресурсов. По сравнению с началом 2010-х годов уловы камчатских рыбаков выросли вдвое и составляют в последние 3 года от 1,5 до 1,8 миллионов тонн. На 1 октября 2025 года наш улов – это 1,2 миллиона тонн, и мы рассчитываем по итогам года выйти на значение 1,5 миллиона тонн. Основу для Камчатки составляет лососевый промысел. В этом году камчатские рыбаки добыли более 250 тысяч тонн, или 75% от общероссийских уловов. Мы полностью обеспечиваем и российские потребности, и имеем серьезный экспортный потенциал. Второе, дает свой эффект системная борьба с браконьерством. Существенно сократился объем незаконного промысла, был закрыт дрифтерный рылов лососевых рыб. Недавнее решение об ограничении перевозки икры в личном багаже пассажиров воздушного транспорта показало свою эффективность в режиме эксперимента на Камчатке. Сегодня оно распространяется на другие регионы Дальнего Востока. Хочу подчеркнуть, что обеспечивается баланс между промысловой нагрузкой с одной стороны и сохранением и воспроизводством водных биологических ресурсов с другой стороны, благодаря постоянному взаимодействию предприятий с отраслевыми научными организациями. Именно позиция науки становится основой принятия решений об объеме общедопустимого улова. Третье – это привлечение инвестиций и модернизация флота. Благодаря программе инвестиционных квот за последние 5 лет инвестиции в основной капитал превысили 100 миллиардов рублей. 17 предприятий являются резидентами ТОР и свободного порта Владивосток, получают соответствующие преференции. На побережье построено 12 современных заводов с новейшим оборудованием. Мощность увеличена более чем на 2000 тонн в сутки и создано более 2000 рабочих мест. Мы построили 12 судов, в том числе хочу подчеркнуть, 6 из них построены на территории Камчатского края. Регион впервые стал развивать судостроение, хотя, безусловно, есть и сложности, задержки с существенным удорожанием строительства судов. Я подтвержу здесь слова Ильи Васильевича, что благодаря постоянному вниманию правительства Российской Федерации удается находить решения даже по самым сложным вопросам. Не менее важен, уважаемый Владимир Владимирович, вклад рыбохозяйственного комплекса в решение задач социально-экономического развития прибрежных регионов. В первую очередь, это налоговая отдача. С 2023 года существенно увеличен размер сборов за водные биоресурсы, поступления в региональные бюджеты от него выросли более чем в 7 раз. И я хочу подчеркнуть, что в законе заложен механизм ежегодной индексации, что означает справедливый, предсказуемый рост год от года.
Также появились дополнительные возможности для развития инфраструктуры прибрежных территорий. Особенно подчеркну здесь те обязательства, которые предприятия берут на себя в рамках перезакрепления лососевых рыболовных участков. На примере Камчатского края по расчетам на программы социально-экономического развития будет направлено более 20 миллиардов внебюджетных средств до 2030 года. Я хочу здесь тоже поблагодарить правительство Российской Федерации. Нам удалось найти оптимальный механизм расчетов и приемлемой рассрочки. Важно подчеркнуть еще одно достижение – это то, что рыба сегодня перерабатывается на берегу, а не только на морских судах. Особенно ощутимый эффект здесь полусосевому рыболовству, ведь еще 10 лет назад порядка 70% перерабатывалось в море. Сегодня пропорция изменилась, и наоборот 70% обрабатывается на берегу, а это сохранение прибрежных поселков и закрепление населения, налоговой отдачи в региональный и местный бюджет. Хочу здесь подчеркнуть, уважаемый Владимир Владимирович, еще одну важную задачу – это трудоустройство местных кадров. Мы решаем ее за счет обязательств рыбопромышленных компаний по увеличению доли местных жителей через программу профессиональной ориентации предпрофессиональных классов в школе. И хочу такой факт отметить, хорошую динамику показывают студотряды. Количество студентов из Камчатки со всей страны за 2 года у нас выросло в 4 раза. Это около 4000 человек или почти 30% всех работников, которые привлекаются на вахте. Тем самым ребята со всей страны получают возможность и первого профессионального опыта, и хорошее финансовое подспорье, и возможность проникнуться морской романтикой, побывать на Камчатке, Сахалине, Курильских островах. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу коротко остановиться на поставленной вами задаче повышения внутреннего потребления рыбы. В соответствии с данными поручениями организована комплексная системная работа, которая охватывает и стимулирование глубокой переработки, и продвижение рыбной продукции среди населения, и организацию прямых поставок в торговые сети. Достигнут целый ряд неплохих результатов. Хочу привести в качестве примера минтай как наиболее массовый продукт. Объем внутреннего потребления у нас вырос и достиг 30% от общего улова. 30% на внутренний рынок направляется. Потребление на душу населения только за 2024 год выросло на 30%, а от уровня 2019 года рост составил более чем в 2 раза. Особенно существенно растет потребление продуктов глубокой переработки. Это филе, оно за 2024 год выросло потребление в 2,6 раза. Фарши в 1,7 раза, сурими в 1,9 раза. Активную позицию по продвижению занимают и бизнес-ассоциации, торговые сети, общепит. Тоже один факт хотел привести. Сегодня вся рыба, которую использует крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания «Вкусная точка», минтай российского происхождения. И это хороший тоже результат, достигнутый совместной работой. В то же время есть и проблемные вопросы, по которым, уважаемый Владимир Владимирович, хочу попросить ваших поручений. Действенной мерой наращивания поставок на внутренний рынок может стать потребление в госсекторе. Владимир Владимирович, вы уже отмечали позитивное влияние потребления рыбы на продолжительность здоровой жизни. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам, действующим в России, для каждой категории населения среднесуточные минимальные наборы пищевой продукции рекомендуется включать определенное количество рыбной продукции для каждой возрастной группы населения. Но учитывая то, что Санпин в этой части носит необязательный характер, при осуществлении государственных закупок такие рекомендации строго не соблюдаются. И зачастую на этапе формирования конкурсной документации заказчик не включает рыбу в перечень основных видов продуктов, которые используются при оказании услуг, заменяя ее иными видами белка животного происхождения. Просим обеспечить обязательное включение рыбы в перечень основных видов продуктов, а также установление заказчиками в качестве дополнительных критериев к исполнителям по контрактам поставок для государственных нужд. Речь идет о системе образования, здравоохранения, нужд Минобороны, МЧС, других государственных организаций. Следующий вопрос касается логистики, потому что именно она сдерживает доступность рыбы в центральных регионах страны. В целом, подтверждая оценку Ильи Васильевича о том, что основные наиболее острые вопросы сейчас сняты, и проблемы доставить рыбу нет, как некоторое время назад было. Тем не менее, хотел обратиться с просьбой поддержать в части развития программы субсидирования железнодорожных перевозок. Спрос на эту субсидию очень востребован, при этом выделяемые бюджетные средства расходуются в очень короткие сроки. Я хочу пример привести. В 2025 году лимиты были исчерпаны уже к марту, в связи с чем производители продукции из тихоокеанских лососей, из сардины и иваси не смогли воспользоваться в силу объективных природных причин, так как промысел указанных видов водных биоресурсов приходится на летний-осенний период.
Предлагаем увеличить лимиты федерального бюджета на предоставление льготного железнодорожного тарифа в соответствии с объективной потребностью и проработать вопрос о резервировании бюджетных средств привязки к срокам промысла отдельных видных водных биоресурсов. Ну и отдельно я хочу подчеркнуть большой потенциал, который сохраняется у перевозок рыбной продукции северным морским путем. Тестовые перевозки, которые мы осуществляли в прошлые годы, показывают спрос и заинтересованность в этом маршруте, но в то же время отсутствие регулярных рейсов, неоптимальные суда не позволили перевести в системную этот механизм. Просил бы сохранить субсидирование данных перевозок. Уверен, что за 2-3 года регулярных рейсов судов они смогут выйти на самоокупаемость. В этом случае Камчатка сможет реализовать свой потенциал хаба для хранения и последующей транспортировки рыбной продукции оптимальным маршрутом. И последнее, уважаемый Владимир Владимирович, хотел коротко коснуться смежной отрасли, получившей серьезное развитие благодаря успехам рыбной промышленности. Это судоремонт. Мы видим растущий спрос на услуги судоремонта в связи с импортозамещением, развитием арктического судоходства, логистическими преимуществами Камчатского края. Общий объем судоремонта у нас вырос в 4 раза с 2020 года. В рамках утвержденного мастер-плана Петропавловска-Камчатского реализуется проект судоремонтного кластера. Якорное предприятие РемНова-ДВ уже вложило 2,4 миллиарда рублей, создано 459 рабочих мест. Мы готовим к запуску совместную программу подготовки кадров на базе техникума. В то же время вторым этапом проекта предусмотрено строительство судоремонтного дока. Однако высокая стоимость не позволяет к нему пока приступить. А проведенный анализ дефицита доковых мощностей на Дальнем Востоке показывает чрезвычайную остроту данного элемента инфраструктуры. Попросил бы рассмотреть возможность включения Камчатского края в программу Минпромторга по развитию судоремонта в арктическом регионе, а также запустить специальные меры поддержки строительства именно судоремонтных доков, как наиболее тяжелой инфраструктуры по аналогии со строительством гидротехнических сооружений. Уважаемый Владимир Владимирович, доклад окончен. Спасибо за внимание. Да. Спасибо. Уважаемые коллеги, я попросил сегодня обсудить именно этот вопрос, имея в виду его важность и для экономики страны в целом, особенно для отдельных регионов страны. Вот сейчас губернатор Камчатского края так подробно остановился, сразу видно, насколько это важно для Камчатки, этот вид деятельности. Это и рабочие места, это доходы бюджета всех уровней, ну и, конечно, это вопросы, связанные со структурой питания населения, а от этого зависит и здоровье нации. Я не случайно упомянул о том, что в странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов достаточно высокий, в некоторых странах в 2 раза больше, чем у нас, там и продолжительность жизни выше. Конечно, продолжительность жизни – это результат комплексной работы, но все-таки структура питания тоже имеет определенное значение. Кроме всего прочего, эти вопросы связаны, как мы видим, и с деятельностью и функционированием транспортного комплекса, с вопросами экологии, с природоохраны. И, что очень важно, напрямую с промышленностью. В частности, вот Илья Васильевич сказал о том, что все-таки обновление рыболовного флота отстает от графиков и планов. Здесь нужно, чтобы квоты, которые выдаются под киль, чтобы они, конечно, были справедливыми, и чтобы вся эта система работала. Да, понятно, мы видим и ключевые ставки, вопросы и так далее, но все-таки уровень рентабельности предприятий достаточно высокий. И надо, исходя из реалий, строить работу, на которой мы сегодня говорим и обсуждаем. Губернатор Камчатки перечислил ряд вопросов серьезных, ключевых. Мне бы спустя какое-то время хотелось послушать отдельно тогда и вице-премьера Мантурова, и что касается судостроения и судоремонта, и Патрушева Дмитрия Николаевича, как человек, который курирует эту отрасль. Ну, а вот просьбы и предложения губернатора я попросил бы тогда председателя правительства оформить соответствующее предложение губернатора, наверное, своим поручением. Если вы посчитаете, что нужны какие-то мои поручения, пожалуйста, но мне кажется, что если это будет оформлено поручениями председателя правительства, это будет достаточно. Михаил Владимирович, как вы думаете? Да, Владимир, принято. Спасибо большое. Моим поручением, да, с вашего разрешения. Да, спасибо. Всего хорошего, благодарю вас.